Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, какие подарки в виде цветов, в виде вазонов ни в коем случае нельзя брать, потому что таким образом вы берете в свою жизнь не радость, а это может привести к плачевным ситуациям в вашей жизни. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, сделайте выводы и научитесь правильно отказывать людям. Прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Также, друзья, всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Вы знаете, практически каждый человек любит живые цветы и вазоны, потому что они способны делать жизнь веселее, дарить светлые и положительные эмоции, а также притягивать потоки энергии, которые помогут стать счастливее и радостнее. А это важно для каждого человека без исключения. Если кто-то не любит живые цветы, к нему стоит внимательнее присмотреться, так как это человек с темной душой. Он может сам об этом даже не подозревать, но происходит на энергетическом уровне несоответствие энергии, которую он излучает и которую излучают цветы. Поэтому у него и возникает такое чувство. Еще жилье, в котором находятся живые растения, обладает положительной энергетикой. В нем приятно находиться, так как светлые и нужные энергии поступают постоянно в достаточно большом количестве, и это положительно сказывается на всех тех, кто в таком доме живет. В данной семье будут крепкие отношения, они с легкостью могут найти решение любой проблемы, а также уладить недопонимание, если таковые между ними на каком-то этапе возникнут. Находящиеся в спальне правильно подобранные цветы, вазоны способны сделать отношения между парой более искренними, страстными, любящими, а также взять их под энергетическую защиту от тех, кто желает им зла, либо же завидует тому, какую семью им получилось создать. К сожалению, таких людей в нашем окружении немало, и всегда нужно быть начеку, чтобы предугадать такие посылы и не принять их в свою жизнь. Если в жилье положительная энергетика, то и биополе тех, кто в нем живет, крепкое, прочное. Его не просто повредить, пробить в нем дыры и благодаря этому отобрать то, что кому-то со стороны хотелось бы иметь в своей жизни. Даже если, вернувшись домой после общения не с теми людьми, либо после трудного рабочего дня, какой-то поездки, то быстро восстанавливаются энергетические силы. А если вдруг по какой-то причине в нем получились пробоины, то это получится с легкостью исправить. Помните, что цветы способны привлекать к людям и то, что каждому человеку не хватает персонально. Например, кому-то не хватает любви, они помогут приумножить данные энергии. Кому-то не хватает уверенности, они помогут притянуть энергии, которые подтолкнут в нужном направлении. Кто-то имеет желание быть успешным, они способны помочь и в этом, так как они настолько сильны в излучаемых энергиях, что способны на энергетическом уровне все это корректировать и помогать, окружая только нужными и мощными энергиями. Домовой также любит цветы, вазоны, растения, поэтому будет рад их появлению в вашем доме. Ведь они будут не только его украшать, но и помогать вашему энергетическому помощнику содержать энергетику жилья в надлежащем состоянии. С цветами связано очень много народных примет, которые нужно знать, ведь они способны о многом вас предупредить и на многое указать. А ведь если знаешь, что ожидать, то получается с легкостью справиться с любыми проблемами. И когда они приходят, но за ними нужно внимательно следить. Порой с ними нужно разговаривать для того, чтобы установить крепкую связь. Они не должны находиться без воды. У них не могут быть сухие листочки. Если вы будете так с ними поступать, то можете с их помощью вместо положительных энергий притянуть негативные. Поэтому, если вы не готовы о них заботиться, лучше не заводите. Если цветы часто у вас цветут, листочки крепкие, зеленые, это указывает на то, что энергетика вашего жилья, она крепкая, она положительная, что у всех членов семьи все будет хорошо в тех направлениях,
над которыми они работают. Если комнатные растения постоянно чахнут, погибают, вам стоит обратить внимание на энергетику вашего жилья. Она разрушительная. Возможно, в доме поселилась злая сущность или же на него наслали порчу. Если растение упадет, разобьется горшок, не расстраивайтесь. Хотя это, конечно, и неприятно, но это указывает на то, что вас ожидает новый и судьбоносный этап в вашей жизни. Будьте внимательны для того, чтобы его не упустить. Используйте все возможности, которые будут перед вами открываться. Если когда растение упадет и горшок не разобьется, это означает, что вы мало внимания уделяете своей семье. Вам стоит пересмотреть к ним свое отношение. Расколовшийся горшок укажет на то, что в семье произойдет сильный конфликт, который может закончиться разводом, или же на то, что у вашей второй половинки появилась симпатия на стороне. Никогда не принимайте в подарок растение, которое уже было в чьем-то доме, так как оно передаст вам энергетику данного жилья, а вместе с ней и то, что наполняет данный дом. Даже если вы думаете, что хорошо знаете, что в нем происходит и какие люди живут, это не всегда так, так как многие семьи имеют свои тайны, о которых не все знают. Если решили принять такое растение, то обязательно дайте за него монету, а принеся домой, пересадите в свой горшочек. Старый вынесите и выбросите. Полейте проточной водой, она мысленно при этом смоет негатив, и она вам поможет это сделать. Нельзя принимать в дар увядающие цветы, так как вместе с ними вы привлечете в свой дом проблемы, порой беды, разрушительную энергетику, которая скажется в первую очередь на самом старшем члене вашей семьи. Он будет увядать так, как и это растение. Жизненные силы будут покидать. Вы должны понимать, что слабое растение вам отдают не от чистого сердца, а со злым умыслом, а также и то, что негативная энергия, которую оно содержит, передаст и остальным вашим цветам, из-за чего дом наполнится негативной энергетикой, и в нем станет неприятно и некомфортно находиться. Не стоит принимать растения в понедельник. Это не только тяжелый день, но вместе с ним вы примете и трудности, а также чужие опасения, страхи, приступы паники и депрессии. Не стоит принимать и в среду, так как в этот день вместе с растением, если оно от злого человека, в дом привлекутся денежные проблемы. Не стоит в недавно купленное жилье приносить чужие вазоны, которые старые и имеют видимые повреждения, иначе это сделает энергетику жилья слабой, и любой негатив извне с легкостью в него притянется. Если вам растение в горшке дарит человек, отношение которое к вам враждебное, который постоянно с вами в чем-то конкурирует, не стоит такое растение принимать, иначе это привлечет к вам недомогание, и этот человек отберет у вас то, что ему от вас нужно. Если вы знаете, что человек вам завидует, также не берите у него в подарок вазон. Это привлечет к вам финансовые проблемы и перекроет важные энергетические каналы. Появившиеся в растении вредители, такие, например, как червецы, тля, клещи, укажут на то, что возле вас есть завистливый человек, которого вы принимаете за друга и который о вас много сплетничает. Пересмотрите внимательно свое окружение. Опавшие листья укажут на неудачу, которую очень скоро стоит ожидать. Если у вас есть какие-то важные, грандиозные планы, отложите их на потом, чтобы не жалеть. Чтобы ребенок был спокойным, хорошо спал, обязательно разместите у него в спальне на подоконнике цветок. Он будет притягивать хорошие энергии и успокаивать его. Чтобы цветок был крепче, приносил счастье, побег или же кусочек от него нужно украсть. Если размещаете растение в каком-то месте, оно начинает вянуть, перенесите в другое. Если его состояние улучшится, значит, это негативная зона в вашем доме, и ее стоит больше внимания уделять во время энергетических чисток. Таких зон в доме может быть даже несколько. Растения способны впитывать сильный негатив, поэтому если у вас засохло растение, это укажет на то, что оно защитило вас или же кого-то из членов семьи от беды, которая могла произойти. Растение, которое должно цвести летом, зацветет зимой, это к приятным неожиданностям. Возможно, то, о чем вы так долго мечтали, получится воплотить в жизнь. Если перед важным жизненным этапом зацветает ваш любимый цветок, это укажет на то, что у вас все получится даже лучше, чем вы сами того ожидаете.
Если какой-то цветок долго стоял, не пускался в рост, не цвел, но за короткий промежуток времени все это изменилось, и он меняется на глазах, это означает, что вас ожидает очень крупная прибыль, которая вас значительно порадует. Это может быть даже и большое наследство. Но если, например, рождественник, очень красивый цветок, разнообразных цветов, который каждый может подбирать себе по вкусу, зацветет раньше времени, это укажет на то, что в дом придет череда неудач. Поэтому нужно быть наготове. И когда это случится, не расстраиваться, а быстро решить их, собравши все нужные силы. После чего поблагодарить цветок за предупреждение. Если же он зацветет перед праздниками, то таким образом он захочет порадовать вас и притянуть в дом хорошие новости. Хорошими цветами с положительной энергетикой будут герань. Герань привлечет в дом комфорт, потоки сильных энергий, уважение, успех, станет оберегом для семьи. Также защитит от стрессов розовая, а белая поможет человеку без пары ее обрести и вступить в брак. Драцена улучшит эмоциональное и физическое самочувствие, убережет от конфликтов, от плохих снов, влияния завистников, укрепит биополе и энергетику жилья. Денежное дерево притянет в дом стабильное финансовое положение, поможет справиться с любыми долгами, научить правильно относиться к деньгам, наполнит жизнь новыми возможностями и благополучием. Такое дерево нельзя никому отдавать из своего дома, так как вместе с ним вы отдадите денежную энергию, связь с которой возобновить будет очень непросто. Если вы уезжаете, переезжаете и не можете по какой-то причине его взять с собой, обязательно продайте. А одну купюру или же монету отдайте на благотворительность. Тогда связь с денежной энергией не разорвется, а наоборот приумножится. Бамбук также способен притянуть денежную энергию, поспособствовать тому, чтобы кошельки всех членов семьи никогда не были пустыми, защитит от людей, которые приходят в дом со злом. А вот фиалка способна принести в дом любовь, убрать все недопонимания, наполнить отношения счастьем, сделать связь между членами семьи неразрывной и очень крепкой. Фиалку можно дарить только близким родственникам, с которыми желаете укрепить связь, а также тем, кого вы любите всей душой, так как вместе с данным цветком вы подарите им и светлые энергии, и, соответственно, приятные события. Вы поделитесь частью своей души. Не давайте никому просто так листочек фиалки, так как ухудшится финансовое состояние. Ну а если даете, пусть вам за них дают монету желтого номинала. Лимонное дерево притянет дом взаимопонимания, а также очистит энергетические каналы и заполнит его светлыми энергиями. Неудачи и проблемы покинут такой дом. Мандариновое дерево притянет в дом изобилия, защитит от злых сущностей, а также поможет приумножить все то хорошее, что у вас уже имеется. Алоэ поможет покорять новые и новые вершины, добиться успеха в карьере, найти занятия, которые будут приносить хороший доход, а также поможет наполнить дом любовью. А у куба, в народе это часто дерево называют деревом из золота, так как оно имеет с денежной энергией особенную связь и способно привлекать ее в больших количествах. Если владельцу получается установить с ней нужную связь, оно начинает расти, и финансы данного человека быстро приумножаются. За непродолжительный период времени он может разбогатеть. Далее мирт – это растение, обеспечит семейное счастье и каждому человеку поможет притянуть такое, о котором именно он мечтает. Если в семье есть конфликты, то после того, как такое растение попадет в дом, все это уйдет, а отношения становятся только крепче. Женщинам он поможет притягивать энергию красоты, что будет очень положительно сказываться на внешности. Мужчинам – уверенность в своих силах и решительность. Хризантема поможет укрепить иммунную систему, избавиться от тревог, приступов гнева, снять стресс, наполнить дом добром, финансами, поможет быстрее воплотиться в жизнь самому заветному желанию. Для того, чтобы подобрать правильно цветок, вазон, растения, нужно в первую очередь прислушиваться к своей интуиции. А затем изучить то, что с ним связано, чтобы иметь возможность подобрать именно то, что нужно вам, и вместе с ним получить это в свой дом или в свою жизнь. Никогда не приносите в свой дом цветы, которые способны виться, такие как лианы, а также те, которые способны ползти, например, плющи, у которых свисают ветви.
так как у папоротник также не должны быть в вашем доме, иначе его энергетика не только ослабнет, но и в доме получится энергетический застой. Ведь светлые положительные энергии не смогут с легкостью передвигаться по жилью. Это станет быстро ощутимо. В доме появится дискомфорт, желание подолгу в нем не находиться. Сны будут наполнены кошмарами, а недопонимания в семье будут приумножаться на протяжении каждого дня. Связь при этом будет уменьшаться. В доме, где присутствуют такие растения, биополе у членов семьи будет слабое. Отношения будут заканчиваться разводами, а негативных людей такой дом привлечет в большом количестве. И они, попадая в него, будут приносить свой негатив, ощущать силу, что с каждым таким их посещением и вовсе разрушает его энергетику. Через некоторое время она будет настолько негативной, что в темное время будут привлекать злых сущностей и потусторонние силы. Жизнь в таком доме станет невозможной. Допустить такого ни в коем случае нельзя. Относитесь к вазонам, которые в вашем доме, с любовью и уважением, и они отплатят вам тем же. Изучайте правила, которые с ними связаны, притягивайте с их помощью нужные сильные энергии, которые помогут вам жить прекрасной и разнообразной жизнью, в достатке и изобилии. Не приносите в свой дом такие растения, о присутствии которых придется пожалеть. Обдумывайте свои шаги наперед, прислушивайтесь к внутреннему чутью, и все будете делать правильно. А если в чем-то не уверены, не спешите с выводами и действиями, изучите более детальнее вопрос. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, у нас на канале очень много полезной, важной и нужной информации. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья! Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.